В моем готовом варианте сумочки вы можете увидеть карабины вот такие с сердечками. Сейчас я буду показывать, как вязать с этими кружочками. Если вы здесь в Корее живете, то можете тоже просто пойти в Дайсо и купить там точно такие же в отделе, где всякие брелки продают. И еще у нас останется длинный ремешок. Итак, давайте теперь свяжем ручку для сумки, для которой будем использовать вот такие карабины. Итак, давайте начнем вязать. Сначала нам нужно будет сделать петельку. Держу ниточку рабочую, крючок кладу, в правую сторону делаем вот такое прокручивание. И теперь протягиваем рабочую нить в эту петлю. Протягиваем, немного затягиваем. Теперь выхожу из этой петли, захожу в карабин крючком и протягиваю эту петлю в карабин. Готово. Теперь будем уже вязать. Рабочая нить с этой стороны карабина, а петелька с этой стороны снаружи. Подхватываю рабочую нить и провязываю воздушную петлю. Так, первая воздушная петля готова. Дальше набираем количество воздушных петель, которые вам необходимо для ручки. У меня это будет 25 петель. Хочу, чтобы ручка была немного длиннее, я могла спокойно повесить на плечо. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и набираем. Встретимся, когда я наберу 25 петель. Покажу, сколько будет это сантиметров. Итак, я набрала 25 петель. Чтобы проверить, как вам это по длине, можете вот так приложить к сумке. Только учитывайте, что когда мы будем еще провязывать, немного растянется, поэтому для проверки можете немного растянуть. Давайте покажу, сколько у меня получилось сантиметров. Раскладываю, придерживаю здесь. Можно даже от карабина начать считать. Так, у меня получается 28-29 сантиметров. И уже здесь вводим крючок в карабин и протягиваем рабочую нить. Провязываем также воздушную петлю. Готово. Провязываем еще одну воздушную петлю. И теперь мы будем провязывать за задние перемычки. Эту косичку немного разворачиваем. И вы здесь можете увидеть вот эти перемычки. Вот за них мы будем и провязывать. Делаем накид. И там, где первая воздушная петля, у нас есть эта перемычка. Вводим туда крючок. Протягиваем ниточку. У нас 3 петли на крючке. Теперь захватываем рабочую нить и протягиваем ее через все эти 3 петли на крючке. Протягиваем. Снова делаем накид. Вводим в следующую перемычку крючок. Протягиваем рабочую нить. И теперь провязываем все 3 петли на крючке. Провязали. Делаем опять накид. Также в следующую перемычку вводим крючок. У нас 3 петли на крючке. Захватываем ниточку и провязываем эти 3 петли. Ничего сложного. Просто косичку разворачиваем и здесь за перемычки провязываем до конца. Почему мы так делаем? Потому что будет ремешок выглядеть, что косичка у нас и с этой стороны, и с этой стороны. Очень выглядит аккуратная, ровная ручка и достаточно плотная. Из-за того, что полустолбики с накидом сейчас делаем. Продолжаем вязать. Делаем накид за перемычку. Провязываем полустолбик с накидом. Накид снова. Полустолбик. Провязываем так до конца ряда. Встретимся вот здесь на последней перемычке. Я провязала до конца ряда. У нас осталась последняя перемычка, которая до кольца. Не та, которая прямо на кольце. Мы ее сейчас не будем провязывать. Вот эта предыдущая. Мы ее сейчас провяжем. Накид. Вводим в эту перемычку. Полустолбик с накидом провязываем. И теперь вытягиваем немного ниточку. И теперь нам так же, как вот здесь вот косичка шла вокруг, также надо восстановить. Так,
этот хвостик. Сейчас хвостик уберу назад. И вот здесь у нас начинается косичка. Этот хвостик будем вводить в эту косичку, в эту петлю. Ввожу отсюда крючок. И хвостик протягиваю туда. Теперь этот хвостик возвращаю в то же место, откуда начинается. Так. Отхватываю 2 петли, затягиваю туда хвостик. И теперь этот хвостик, который с самого начала вязания, мы затягиваем его назад и будем его тоже здесь заправлять. Оба хвостика сзади сейчас будем заправлять. И немного коротко отрезала. Можно было подлиннее отрезать. Так, заправляю его под соседними петлями. Оттягиваю все, чтобы не распустилось. Можно ее повесить на плечо. Еще сделаем длинный ремешок, чтобы через плечо перекинуть. Покажу, как заменить вот эти ленточки, которые уже были готовы, так продавались в магазине. Это тоже мешочки из Daiso. Я поменяю их на такую же розовую пряжу, как сумка, чтобы это сочеталось. Давайте сейчас покажу, как заменить эту ленточку в мешочке. Сначала надо ее обрезать, чтобы вытащить. Я отрежу здесь от краешка, чтобы я буду еще где-то это использовать. Ну и здесь тоже так же. Если у вас здесь не завязано и легко вытаскивается, просто можете эту ленту вытащить. Когда вытаскивали, наверное, заметили, что ленты шли внутри вот так. То есть здесь закругление и здесь закругление. Когда они замыкаются, так мешочек закрывается. Потом открывается и закрывается. То есть нам то же самое надо будет повторить. Сейчас такой же длины я отрежу розовую ниточку. Что-то отмеряю. И по этой одной ленте измерить и отрезать вторую. Вы уже помните, да, как они располагались? Первая ленточка вот так, закругление здесь, и вторая вот так, здесь закругляется. Первую ленточку будем сейчас пропускать. Можно прикрепить на булавку, если вы когда-то так пробовали, можно булавкой. Я попробую крючком, просто пройду здесь немного крючком. И выходим вот с другой стороны в отверстие. Подхватываю ниточку и затягиваю. Так, выходит. Теперь снова, чтобы в это отверстие, чтобы вышло уже с другой стороны, там, где у нас вот начало этой ниточки. Крючком сейчас захвачу. Затягиваю. Теперь здесь их выровнять. Смотрите, что ровненько было. Сейчас перепроверю. Что перекручиваем узелок. Да, можно узелок сдвинуть, чтобы прям совсем на краешке было, чтобы ничего не распустилось. Теперь в другую сторону. Начинаем отсюда. Снова крючком проходим. И снова
Притягиваем, чтобы вышла на другую сторону ниточка. У нас и с этой уже узелочки готовы. Если мы затягиваем, мешочек затягивается, обратно открывается. Очень удобно. И мне нравится, что теперь розовый цвет для сумки так лучше подойдет. Мешочек добавим. Мне нравится, что они немного длинные. Выглядит как-то интересно визуально для меня. Если вдруг вам хочется более короткие, можете, конечно, по мешочку ровно выровнять, чтобы не намного длиннее было, а чуть-чуть совсем. Плюс еще можно мешочек зафиксировать внутри. На прошлой сумке я фиксировала по уголочкам ниточками к самой сумке, чтобы вот внутри, в этих углах, к углу сумки здесь зафиксировать. Этот длинный ремешок я решила сделать немного уже. Карабин тоже здесь не очень широкий. Делаем первую петельку. Петельку вводим карабин. Вводим крючок в эту петлю. Теперь начинаем так набирать петли. Первая, вторая воздушная, третья, четвертая. Здесь можете набрать так, чтобы получился метр. Ну, чаще всего длинный ремешок где-то метр. Я набрала 96 петель. У меня получился 1 метр. Теперь мы будем добавлять второй карабин. Вводим крючок, протягиваем ниточку. Сразу протягиваем ее на петлю на крючке. Теперь набираем одну воздушную петлю. И также будем провязывать за перемычки задние, только обычные столбики без накида. Первая перемычка здесь. Провязываем столбик без накида. Следующая перемычка. Провязываем столбик без накида. Следующая перемычка. Провязываем за перемычку до конца, провязываем. Также встретимся, когда я дойду до конца, до карабина, покажу, как соединить. У меня осталась последняя петелька. Провязываю ее. И теперь вытягиваю нитку чуть-чуть подлиннее, чтобы хорошо заправить. Карабин будет располагаться вот так ровно, поэтому этот хвостик нам надо будет сзади, а вот этот хвостик мы заправим за эту петлю, которая находится на карабине, поэтому крючком проходим под этими двумя петельками, протягиваем туда нитку. И теперь возвращаем сюда, на место, где ниточка выходит. Протягиваем этот хвостик. Дальше заправляем. И это тоже так же. Сюда, вот этими петельками, чтобы ничего было не видно, чтобы не вытащилось, не вытянулось и не распустилось. Теперь нам осталось прикрепить это к сумке. Сумка здесь. Я, как и в прошлый раз, прикрепляла это к этому карабину, на котором уже есть ручка. Просто здесь зафиксировала. Оба карабина теперь вместе. Либо другой вариант, можете просто рядом также к сумке прикрепить вот здесь второй карабин. И вместе
вот так. Либо вот так, как вам удобно. Либо вот оба карабина, как вот здесь. Мне нравится, как стильно выглядит вот этот вариант. Все, готово. Можете носить сумку. Напишите, как вам этот урок. И еще в отдельный урок я хочу выделить, как связать другие варианты ремешков, потому что у меня есть еще другие любимые. Эти немного проще вяжутся. Но для этой сумки сложные ремешки не нужны. Уже здесь и так интересная конструкция, такие квадраты. Уже насыщенно, красиво. Поэтому в следующем видео встретимся. Думаю, следующие видео уже будут влоги. Потом снова добавлю новый мастер-класс.